На чем передвигаться в Грузии? Какой транспорт лучше всего выбрать для передвижения в Грузии? Итак, первое. Берите на прокат авто. Берите на прокат авто, потому что передвижение по Грузии на автомобиле очень классно. Я не беру на прокат авто, скажу честно, потому что стиль вождения в Грузии для меня очень и очень экстремальный. Человек, который привык ездить по Европам, по Москве, по Минску, там, где за каждое нарушение могут очень серьезно наказать деньгами, в Грузии я опасаюсь, потому что очень хорошо и очень быстро можно привыкнуть к такому стилю вождения, особенно уникален батумский стиль вождения, и поэтому я предпочитаю вариант номер 2. Это брать в аренду авто с водителем, то есть, или договариваться с водителем о том, чтобы он вас возил по Грузии. Это очень классный вариант. Почему? Потому что остановка по требованию. Вы можете остановиться, посмотреть, рассмотреть еще, если вы получите бонус в виде того, что ваш водитель говорит на русском языке и знает историю, а такое с нами бывало. Это будет очень и очень классно, потому что вы сможете останавливаться, еще как вариант говорить с местными, а водитель в машине на грузинском языке может быть вашим не только гидом, но и переводчиком, что тоже очень и очень радует. Причем местные с местными договариваются гораздо быстрее. Как проехать, как пройти, какие там тропы. Это все интересно и важно. Поэтому мой самый любимый вариант — это, естественно, авто на прокат с водителем. Огромное количество есть этих автомобилей в каталоге Мадлова. Третье место в нашем хит-параде — это маршрутки. В Грузии в каждом селе, в каждом городе, в каждом маленьком большом городе есть маршрутки. Их огромное количество. Теперь внимание, стоимость на эти маршрутки очень и очень небольшая, копеечная. Если ехать на автобусе из Батуми, это 8 километров до Ботанического сада, то это будет 30 тетри, 30 копеек. То есть, чтобы вам было понятно, это $1, это 3 лари 30 тетри, то есть, соответственно, получается что-то около 10 центов. 10 центов на автобусе. На маршрутке в 2 раза больше. Но это не в 2 раза дороже. Получается, на маршруте 60 тетри, 50-60 тетри, но это всего лишь 20 центов. Друзья мои, 20 центов доехать 8 километров или там 10 километров, это просто подарок. Маршрутки есть везде, их очень и очень много. Они, скажем так, не убитые. Единственный минус этих маршруток в том, что в маршрутку бывает набивается очень много людей. И то, что вы будете смотреть в окно, а слева у вас будет чья-то попа, вариант и очень большой. То есть здесь стоять в маршрутках разрешено, что тоже бывает неприятно. Но при этом приятная цена и приятно то, что, допустим, с Батуми до Урек, это там 40 километров, можно заехать за 5 лари. 5 лари — это чуть меньше $2. Это очень и очень классно, поэтому это вот такой хитовый вариант. Можно всю Грузию объездить на маршрутках, и это будет вполне себе приемлемо. Четвертое место в хит-параде — это общественный транспорт. Тут, помимо доступности его, прельщает и цена. Общественный транспорт ездит практически куда угодно, потому что вот автобусы, они небольшие, маленькие, но они такие снуют везде, ездят куда угодно. И получается все весело и вкусно. То есть на автобусе это недорогой, причем если купить проездной, то будет вполне хорошо. Пятое место в нашем хит-параде — это, естественно, путешествие на поезде. Мы ездили не так часто, скажу сразу, но вполне себе идет очень интересный поезд из самих Урек до Тбилиси, проезжая Батуми, и это тоже классно, потому что вы можете проехать всю, буквально от юга Грузии до центра Грузии на поезде. Дальше мы не ездили. То есть Батуми, Тбилиси, Тбилиси, Батуми, Уреки, Тбилиси. Тоже мы ездили на поезде, тоже классно. Друзья мои, поезда Тбилиси, Батуми идет поезд современный, а вот с Урек мы ехали, знаете, такой, получался а-ля как вестерн, такой старый купейный поезд. И ты чувствуешь себя таким как бы интересным человеком. Стоит отметить недорогие билеты. То есть в Грузии вообще билеты недорогие. Привыкайте к тому, что здесь путешествовать на транспорте, на общественном, на маршрутке, на поездах вполне хорошая история.
Шестой пункт: не пробовал. Вот не пробовал, но слышал очень много положительных отзывов, потому что Грузия — это, наверное, единственная страна на просторах всего СССР, где еще распространено путешествие автостопом. Здесь это нормально. Здесь люди действительно хотят вам помочь и останавливаются посреди дороги, чтобы вас подвезти. Причем не за деньги, а за поговорить, помочь человеку. Вот такая грузинская натура, грузинская душа, потому что здесь огромное количество людей. Я знаю, очень много европейских путешественников приезжают сюда, и они действительно путешествуют автостопом. Это очень классно, потому что вы можете познакомиться с людьми, выходить, где вам нравится, и прокладывать свой маршрут через всю Грузию буквально автостопом. То есть это романтика, это классно, и если бы я был один, то, наверное, я поехал бы автостопом. Ну, или с подругой, или с другом, то есть, да, потому что как бы это приключение. В Грузии безопасно, ну, то есть в любой стране найдется дурак, да, это бесспорно, но в Грузии по отношению, допустим, с Россией, с Украиной безопасно в несколько раз. Поэтому как бы здесь путешествие автостопом то, что еще не умерло, не вымерло, потому что здесь классные люди. Классные, добрые люди готовы вам помочь. И здесь оперативно работает полиция, что тоже немаловажно. Поэтому, друзья мои, автостоп — это Грузия. Если вы уже путешествуете автостопом, пишите под этим видео. Мы обязательно с вами познакомимся и порасспрашиваем вас об этих путешествиях. Ну и заключает наш хит-парад транспорт, о котором я бы хотел поговорить отдельно. Это, друзья мои, фуникулеры, либо канатные дороги, потому что горная местность, Грузия, она сама предрасполагает тому, чтобы здесь были канатные дороги. Канатные дороги есть в Тбилиси, есть в Батуми, и это все классно, поэтому как бы вы можете добраться из точки А в точку Б на канатной дороге. Их не так много, их две большие, то, что я знаю, ну и есть маленькие канатные дороги в горных местах, там такие, ну, я там не ездил, скажу честно, но они есть, и для любителей экстремального вида отдыха там тоже хорошо. Но это то, о чем мы тоже должны были сказать. Кстати, есть еще один 8-й способ, который я еще не пробовал, а я же практики все рассказываю на своем примере. Это можно приехать из Батуми, прилететь из Батуми в Тбилиси на самолете и обратно из Тбилиси в Батуми также на самолете. Причем радует то, что и в Кутаиси открывается аэропорт, вернее, он там есть, но он делается больше, лучше и серьезнее, и, скорее всего, Кутаиси, Батуми, Тбилиси, эти города будут связаны авиасообщением в ближайшем обозримом будущем, и мы обязательно вам расскажем о том, как классно лететь из Батуми в Тбилиси на самолете. Все это есть в каталоге Мадлоба. Там мы собрали для вас огромное количество информации, справочной информации, потом, где какие маршруты автобусов ходят, чего, сколько, где стоит, как или куда приехать, как можно добраться, а также о компаниях, которые занимаются прокатом авто, а также о гидах, которые могут предоставить вам авто и сами покатать вас, показать красоты Грузии и рассказать про историю Грузии и сделать вам незабываемое путешествие. Не забывайте про каталог Мадлоба, ссылочка будет внизу. Если вам понравилось, пишите под этим видео. Спасибо за внимание, до свидания.